Родные недоумевают, и даже медики до сих пор не могут сказать однозначно, от чего же умерла 25-летняя Екатерина Вишнякова. Первые симптомы болезни, высокая температура и кашель с кровью проявились у девушки, по словам родственников, в ночь с 13 на 14 апреля. Участкового врача на дом родителей Екатерины Вишняковой вызвали еще утром, но к больной медик добралась только к полудню. Смотрела у нее, сказала ОРЗ. Написал, если будет высокая температура, чтобы она пила парацетамол, фарингосепт и от кашля лекарства. Однако девушке с каждым часом становилось только хуже, и родственники отвезли ее в районную больницу, где и сделали снимок легких. Уже там выяснилось, заболела Катя совсем не ОРЗ. Медики поставили диагноз двухсторонняя пневмония. Уже завели историю болезни и хотели госпитализировать в терапевтическое отделение. Однако, по словам родных, потом врачи почему-то передумали. Пришла, там медсестра постовая сидела, спросила, ну что, мы, говорит, будем ее класть. Он говорит, я не вижу оснований ее положить. Пусть приходит завтра после 10, когда снимки опишет рентгенолог. Хождение по врачам закончилось для Екатерины в 4-й городской больнице Саранска. Уже 15 апреля с тем же диагнозом ее положили в реанимацию. Однако врачи уже были бессильны остановить течение болезни. 17 апреля родным девушки сообщили, что она умерла. Собираем объяснения со всех заинтересованных лиц, врачей, медицинских работников, тех, кто был связан с оказанием медицинской помощи больной, для разбора этого случая. Как же нам удалось выяснить участковому врачу Марии Учватовой, многие пациенты уже давно перестали доверять свое здоровье. У меня была температура, пневмония легких, а меня она в инфекционную от желтухи. Обращаться к нашему участковому никогда бы не хотелось. Проводить в последний путь Екатерину Вишнякову пришли чуть ли не всей улицы. И среди соседей, знакомых и друзей ее знали как добрую, отзывчивую и дружелюбную девушку. Кроме них и родных, по молодой женщине скорбит и муж. Они только-только начинали строить семейное счастье. Юлия Лямкина, Андрей Просвиркин, Вести Мордовия, Рузаевка.